По отношению к велошлемам, велосипедисты делятся на два лагеря. Те, кто за велошлем в любой ситуации, и те, кто против него. В какой пропорции деления сказать трудно, все зависит от страны и конкретного региона. Но по ощущениям я бы сказал, что тех, кто за велошлем, больше, чем тех, кто против него. Вы на канале На Велике с Бананом, меня зовут Игорь. Давайте сегодня попробуем разобраться, кто же прав. Пишите свои комментарии, рассказывайте истории о том, как шлем спас вас или ваших знакомых, или наоборот, сделал только хуже. Поехали! Готовя этот ролик, я прочитал множество исследований на тему велошлемов, и в пользу ношения шлема говорит статистика. Был проведен метаанализ влияния велосипедных шлемов на тяжелые травмы головы и другие травмы у велосипедистов, попавших в аварию. Ссылка будет в описании. В метаанализ включены 179 оценок из 55 исследований, проведенных в период с 1989 по 2017 год. Было установлено, что использование велосипедных шлемов снижает количество травм головы на 48%, серьезных травм головы на 60%, черепно-мозговых травм на 53%, травм лица на 23% и общее количество погибших или серьезно травмированных велосипедистов на 34%. По другим источникам, ношение шлема снижает риск получения травмы головы до 85%. Причем это признают даже те, кто против шлема. Лично мне хватает этой информации, чтобы точно решить для себя. Я и моя семья будут носить шлемы всегда при каждой поездке. Но давайте все-таки посмотрим и на другую сторону. Как оказалось, есть исследования, которые указывают на то, что шлем наоборот приводит к росту травм головы среди велосипедистов. Но есть нюансы. Давайте их разберем. Исследование, проведенное английским университетом города Бат, показало, что водители при обгоне давали велосипедистам в шлеме меньше места, нежели велосипедистам с незащищенной головой. Были получены данные, что чуть ли не в каждом втором случае автомобиль проезжал в среднем на 8,5 см ближе, когда наблюдаемый велосипедист был в шлеме. Это исследование было проведено одним человеком в двух городах Британии. Выборка составляет около 2500 обгонов велосипеда автомобилем. В принципе, довольно репрезентативно. Но 8,5 сантиметров — это вот столько. Я бы понял 30-40 сантиметров. Это уже серьезная цифра. Да и вопрос, а как бы себя вели водители в других странах? Может, это особенность Британии и их левостороннего движения. В общем, это исследование меня не впечатлило. Идем дальше. Как утверждается, те, кто ездит в шлемах, чувствуют себя более защищенными и способны совершать больше резких и опасных маневров, особенно в потоке с автомобилями. Тут согласен. Такой эффект 100% есть. Даже мой товарищ как-то мне говорил, если бы у него был шлем, он поехал бы еще быстрее с горки, а так страшновато. Но черт побери, это же не в шлеме дело, а в голове каждого человека. Как мне часто пишут в комментариях, надо ездить с умом и все будет хорошо, шлем не нужен будет. Согласен, но если еще и в шлеме ездить, будет вообще классно. Идем дальше. Есть еще такие данные. В Австралии в период с 1982 по 1989 год количество велосипедистов увеличилось с 220 тысяч до 400 тысяч, а количество погибших и раненых в ДТП снизилось на 48% и 33% соответственно. В 1992 году Австралия ввела обязательное ношение шлема для велосипедистов, и это вызвало обратный эффект. Количество велосипедистов в первые годы снизилось более чем на 50%, а количество жертв ДТП возросло более чем на 20%. Этот феномен обычно называют безопасность в количестве. Он наблюдается везде, где езда на велосипеде становится более популярной. Количество ДТП снижается, поскольку автолюбители становятся внимательнее и учитывают то, что по дорогам едут еще и велосипедисты. Но эти данные я нашел в статье ярого антишлемника и решил спросить у чата Gemini, что же на самом деле произошло в Австралии. Возможно, кто-то не договаривает. И вот что ИИ мне выдал. Первое. Снижение смертности. Исследования показали немедленное снижение смертности велосипедистов на 46% после введения закона. По оценкам, это позволило избежать 1332 смертей велосипедистов с 1990 по 2016 год. Второе.
Сокращение травм головы. Законы об обязательном ношении шлемов были тесно связаны со значительным сокращением травм головы, включая тяжелые травмы, на 20 и 55% соответственно. По-моему, тут все предельно ясно, ну, по крайней мере, лично для меня. Но, конечно, есть и минусы. Действительно снизилось число велосипедистов, а это приводит к тому, что люди меньше занимаются спортом, и, соответственно, это приводит к другим проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет, болезни суставов и прочие сопутствующие болезни. И к чему это в будущем приведет, никто не знает. Тут я буду, наверное, на стороне противников обязаловки. Мотивировать людей надо не запретами, а как это делают в Нидерландах. Кстати, противники велошлемов часто упоминают эту страну как страну с самым низким уровнем травм велосипедистов и самым низким уровнем ношения шлемов, 5% у мужчин и 3% у женщин. Мол, у них развита инфраструктура и все окей, поэтому надо не шлемы надевать, а менять инфраструктуру. Да, согласен, инфраструктура влияет. К примеру, возьмем Белосток, где я сейчас живу. Тут такое число велодорожек, что на дорогу ты практически не выезжаешь в городе. Да и за городом тут много велодорожек. К примеру, в соседний Супросель, до которого 12 километров, 99% пути пролегает по велодорожкам. А в городок Текоцен из всего пути в 35 километров, около 20 километров вы едете по велодорожкам. Но ведь так не везде, и сделать сразу инфраструктуру невозможно. Она строится годами и даже десятилетиями. Поэтому, на мой взгляд, не стоит ждать, лучше сразу надеть шлем. И кстати, насчет Нидерландов. Вот вам статистика по этой стране. Несмотря на низкий процент использования шлемов, Нидерланды активно работают над безопасностью велосипедистов. Однако количество травм остается значительным. В 2022 году погиб 291 велосипедист, в 2023 году погибло 246 велосипедистов в ДТП. Велосипедисты являются самой многочисленной категорией жертв ДТП в стране. Около 60% смертельных случаев среди велосипедистов связаны с травмами головы. Ежегодно около 30 тысяч велосипедных аварий приводят к легким травмам и около 14 тысяч к серьезным травмам. Примерно 17% всех велосипедистов, попавших в аварии, получают травмы головы или черепа. Это данные на 2024 год. По данным Нидерландского института дорожной безопасности, при 100% использовании шлемов можно было бы ежегодно предотвращать 100-110 смертей велосипедистов и 1700-1900 случаев серьезных травм. Велосипедисты в шлемах на 60% реже получают серьезные травмы головы и на 70% реже получают фатальные травмы головы при аварии или падении. Поэтому правительство Нидерландов планирует мотивировать людей добровольно носить шлемы и хотят увеличить число тех, кто ездит в шлемах, до 20% в ближайшие годы. Честно признаться, при подготовке этого видео было очень интересно почитать мнение тех, кто против шлемов. Но как по мне, их доводы не совсем про шлемы. Да, нюансы есть как и везде, но по итогу все равно приходим к тому, что шлем защищает от серьезных травм. Да, не на 100%, но даже на 50-60% это уже много. Носить вам шлем или не носить, это сугубо ваше решение, но я бы точно рекомендовал всем, кто ездит быстро и много, надевать его. И в конце я приведу вам несколько историй людей, которые мне писали в соцсетях. Там истории тех, кто носил шлемы и не носил, и какие были последствия. Обязательно прочитайте. Лично у меня одних мурашки по коже шли. Надеюсь, по итогу просмотра этого видео вы определились в своем выборе, ездить со шлемом или без него. В любом случае, это только ваша ответственность за вашу жизнь и здоровье. И помните, что второго шанса на передумать и начать носить шлем может и не быть. Всем удачи и до новых видео.